Kaan Bey ve ben ödülü açıklamaktan onur duyuyoruz. Ay, kıskançlıktan bayılacak sandım. Dünyanın dört bir tarafında onlarca baklarla çalıştım. Senin gibisine rastlamadım. Memnun oldum o zaman. Ben yapamıyorum. Sizin yanınızda kendimi nereye konumlandıracağımı anlayamıyorum. Sen Kaan'a aşık mı oluyorsun? Hayır. Kaan, Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Нилюфер узнает об экономическом тупике, в котором находится отель, в котором она работает, она пройдет через большой процесс самоанализа, когда осознает масштабы предстоящей бойни. Тот факт, что ровно 50 сотрудников будут уволены, откроет в ней глубокую рану. Даже если это поставит под угрозу ее собственное положение и будущее, она начнет искать способы остановить это решение. Она оценит неожиданное предложение, которое ей поступит, и примет решение, которое возьмет на себя всю ответственность. Этим решением она принесет надежду не только руководству, но и сотрудникам, которые вот-вот будут брошены на произвол судьбы. Радикальное решение Нилюфер еще раз проявит ее мужество и совесть. Во время этого процесса многие сотрудники, которым грозит увольнение, поддержат Нилюфер, узнав о ее жертве. Они будут работать вместе, чтобы найти решение финансового кризиса отеля. Однако все пойдет не так, как планировалось. Потому что очередная история, которая перевернет планы Нилюфер, бросит тень. Невозможная любовь Бахи к Аху заставит его действовать неконтролируемо. Баха, который пытается подавить эту боль любви алкоголем, вызовет серьезный кризис в самый критический момент. В тот самый момент, когда состоится важная встреча, которая определит судьбу отеля, пьяное и дикое состояние Бахи испортит всю атмосферу. Встреча Каана с деловыми людьми будет прервана. Этот инцидент не только приведет к финансовым потерям, но и нанесет ущерб профессиональной репутации Каана. Более того, романтическое предложение руки и сердца, организованное Нилюфер, будет перечеркнуто. Из-за схожести их инициалов будет думать, что это предложение было сделано Нилюфер Каану. Это недоразумение вызовет хаос, особенно вызвав большое беспокойство у Гамзи. Однако правда вскоре выйдет наружу, и станет понятно, что у Нилюфер нет никаких чувств к Каану. Эта ясность немного успокоит Гамзи. Затем совет директоров вызовет Нилюфер на собрание и попытается потребовать отчета об этом беспорядке. Нилюфер расскажет, что произошло, ничего не скрывая. Она объяснит, что она сделала все эти шаги только для того, чтобы предотвратить увольнение сотрудников. Однако эти признания не спасут ее от громкой ругани и смущения. Тем не менее, мужество и решимость Нилюфер дадут положительные результаты в краткосрочной перспективе. Совет директоров примет решение временно отложить увольнение. Нилюфер будет молчать после того, что произошло, потому что ничего из того, что она запланировала, не пойдет точно так, как планировалось. Она будет чувствовать глубокое чувство вины, особенно потому, что знает, что поставила Каана в сложную ситуацию. Она постарается все, чтобы исправить эту ситуацию. Теперь она будет бороться не только за сотрудников, но и за Каана. В этом процессе тяжелая ноша, которую Каан несет из прошлого, постепенно выйдет на поверхность. Панические атаки, которые он время от времени испытывает, выведут наружу бури в его внутреннем мире. Нилюфер будет рядом с ним во время одного из таких кризисов. Он не будет знать, что делать, но инстинктивно обнимет Каана и попытается успокоить его. Это объятие облегчит удушье внутри Каана и даст ему ощущение безопасного убежища. Каан будет глубоко тронут этим состраданием. В глазах Нилюфер Каан больше не будет просто владельцем отеля, а человеком с хрупкими сторонами. Когда Нилюфер увидит боль, которую Каан несет с детства, она еще больше смягчится по отношению к нему. Даже тон его голоса изменится, когда он будет говорить с ней, и его поведение станет более искренним и чутким. Со временем эта близость тронет сердце Каана. Его взгляд на Нилюфер начнет меняться. Он больше не сможет держаться от нее на расстоянии, как раньше.
Не в силах справиться с чувствами внутри себя, Каан однажды найдет браслет, который, по словам Нилюфер, она видела у своей матери и решит подарить его ей. Нилюфер сначала воспримет этот подарок как шутку. Она попытается отказаться, сказав: «Я не могу взять то, что мне не принадлежит». Однако, когда Каан объяснит искренность и мысль, стоящие за этим жестом, сердце Нилюфер смягчится. Она примет подарок и повернется к Каану и улыбнется, чтобы сказать ему, что он ее очень удивил. Этот момент еще больше сократит эмоциональную дистанцию между ними. Однако мир не продлится долго. Информация из уст Нилюфер о том, что Каан купил долю в отеле, дойдет до Севиль-Ханем. Севиль-Ханем немедленно предпримет действия и попросит Нилюфер забрать документы по контракту из комнаты Каана. Нилюфер войдет в комнату, чтобы узнать, где находятся документы. Ей будет трудно найти ключ, но в конечном итоге это удастся. В этот момент в комнату входит Каан и ловит Нилюфер с поличным. Когда она спросит, что она сделала, Нилюфер попытается что-то придумать, но не сможет заполучить документ. Каан вскоре начнет задаваться вопросом, как Севиль-Ханем узнала об акциях. Расследуя источник этой информации, его взгляд обратится к Нилюфер. Не в силах справиться со своей совестью, Нилюфер признается, что Севиль заставила ее это сделать. После этого признания Каан составит тайный план с Нилюфер, чтобы заманить Севиль в ловушку. Севиль продолжит пытаться всеми возможными способами избавиться от Каана и строить планы, как победить его. Каан теперь будет действовать более осторожно и постарается быть готовым к каждому шагу своей сестры. Если Нилюфер продолжит оставаться рядом с Севиль, для Каана все станет еще сложнее. Однако, если сердце Нилюфер начнет биться в сторону Каана, игры Севиль рухнут одна за другой. Эмоциональная близость между Кааном и Нилюфер больше не будет секретом. Хотя ни один из них пока не сможет признаться в этом интересе, они начнут проявлять свои чувства своим поведением. Гамзе будет продолжать беспокоить близость Каана. Нилюфер попытается успокоить Гамзе, сказав ей, что Каан безумно влюблен в нее. Однако безразличие Каана усилит глубокое отчаяние Гамзе. Нилюфер продолжит говорить, что между ней и Кааном ничего нет. Однако инстинкты Гамзе начнут не верить этим словам. С другой стороны, информация о том, что Нилюфер является акционером отеля, все равно не будет раскрыта. Нилюфер также не захочет, чтобы этот секрет был раскрыт, потому что она будет бояться, что эта ситуация нарушит равновесие. Однако Каан узнает эту правду, когда он исследует структуру отеля. Он захочет столкнуться с Нилюфер по этому вопросу. Он спросит, почему она работает дворецким в его собственном отеле. Это противостояние выведет их отношения на совершенно новый уровень. Однажды, когда Нилюфер и Каан отправятся за одеждой, их потрясет бесстыдное поведение Тиамана. Отношение Тиамана к Нилюфер, которая по-прежнему не знает границ, разозлит Каана. Он увезет ее оттуда и защитит Нилюфер. Однако Тиаман продолжит пытаться сблизиться с Нилюфер, как будто ничего не произошло в прошлом. Каан будет рядом с Нилюфер при каждой возможности и защищать ее от Тиамана. Близкий друг Каана Ферид заметит эту близость и спросит Каана: «Эта девушка влюблена в тебя?» Этот вопрос заставит Каана задуматься. Он заглянет глубоко в свое сердце и начнет более открыто подвергать сомнению свои чувства к Нилюфер. Возможно, впервые он будет готов по-настоящему доверять и быть преданным кому-то. Если хотите, я могу написать еще один последующий анализ, который предскажет, как эта история будет развиваться в следующих эпизодах. На данный момент мы подошли к концу еще одного анализа. Вы можете поделиться своими ценными мнениями в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления для получения новых видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.